Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, делай это. С вами Ким. И сегодня я расскажу вам о миграции. Значит, пришло письмо от Эльфа, что миграционный путь начнется через 8 дней. Давайте подробно объясню, чтобы вам было проще ориентироваться, как происходит миграция и куда вы можете полететь, если ваш сервер пустой или он по каким-то причинам вас не устраивает, не сложились отношения между значит, игроками этого сервера, не дают вам нормально развиваться, но вы бы этого хотели. Вы ищете гармоничный сервер, где можно спокойно достичь высот, но не можете по каким-то причинам этого сделать и решили обзавестись новыми знакомствами и покинуть свой сервер. Давайте рассмотрим, значит, здесь дата миграции начинается 4 января с 0 часов по UTC и продлится до 6 января 24:00 также по UTC. Мигрировать могут сервера со 2 по 450. Они разделены по группам, мы это видим, 4 группы. Эти группы, значит, первая группа со 2 по 150 сервер может мигрировать между данными серверами. Кто находится в группе 2, мы видим, с 151 сервера по 250 могут перемещаться в своем диапазоне. Также 3 и 4 сервера. Третья группа с 251 по 350 и 4 группа с 351 по 450. Мой сервер, он 307, поэтому я нахожусь в группе 3. Если вы желаете прилететь на мой сервер 307 и составить нам компанию, итак, веселые, как говорится, у нас подавляющее большинство русскоязычных, но также у нас есть игроки латиноамериканцы и испанцы. Мы все дружно живем, развиваемся. Давайте я вам покажу, значит, рейтинги альянсов. Рейтинг силы альянсов. Вот мы видим то, что первый рейтинг занимает первое место, это русский лиг. Второе место это NAF, New Alpha Force. Это испаноязычный, значит, альянс с подавляющим большинством иностранцев. Третий ранг, рейтинг, это мой альянс. Мы занимаем третье место по рейтингу. Он полностью русскоязычный, и также есть процентов 10 испаноязычных игроков в нашем альянсе, которые нравится с нами играть. Четвертое место также занимает русский альянс. И последующие места это иностранцы разных городов, начиная от Мексики, заканчивая Англией и прочими другими странами. Давайте я вам еще расскажу, как можно телепортироваться. Телепортироваться можно с помощью телепорта, который можно приобрести в магазине. Мы видим то, что в магазине его просто так нету, но лидеры R4 и R5 могут в вашем альянсе этот ассортимент увеличить. В списке товаров он есть, и он может выдаваться с помощью очков альянса. Мы видим, что очки альянса 250 тысяч. Если мы его добавим необходимое количество, то он появится в магазине. Но мы этого не делаем, потому что наши игроки не собираются телепортироваться на другие сервера. Им здесь очень комфортно, хорошо, все живут в здравии и здоровье, играют в разные игры между войнами, даже и мафии есть. Как-нибудь я сниму вам видео про это онлайн. Так, значит, еще раз заходим к эльфу, смотрим, что необходимо для телепортации вам иметь уровень муравейника не ниже 15. Для этого потребуется один телепорт, который я показал ниже, до этого. Еще раз я вам показываю, заходя в магазин. Вот так выглядит телепорт сервера. Для 15-17 левела требуется такой телепорт 1. Значит, для более развитых муравейников таких телепортов мы видим, что с 18 по 19 уровень нужно 2 телепорта. Ну и, соответственно,
чем выше у вас уровень муравейника, тем больше телепортов надо. Вот у меня уровень 25, соответственно, если я бы хотел телепортироваться, мне потребовалось таких 15 телепортов. Но я этого делать не собираюсь. У нас, как еще раз хочу заметить, дружный и сплоченный сервер, где мы неоднократно побеждаем и в тропиках. Причем каждый из наших участников на сервере, каждый из альянсов суммарно побеждает больше в процентном соотношении, чем проигрывает, что не радует, что не может не радовать, будем так говорить. И смотрите, здесь телепортироваться можно только один раз, перейти на новый сервер. И еще раз повторю, что это можно сделать только в рамках определенной группы. Вы должны понять, в какой вы группе находитесь, и воспользоваться телепортом с 4 по 6 января и переместиться на свой любимый сервер или желаемый сервер, там, где вы будете играть, воевать, противодействовать. Жизнь на сервере может кардинально поменяться. Давайте я вам покажу возможности еще. Я на сегодняшний момент являюсь королем сервера, поэтому у меня есть возможность показать вам, как осуществляется миграция. Давайте зайдем, значит, в посты. Здесь мы видим управление миграцией в правом нижнем углу. Давайте щелкнем на нее. Здесь король принимает решение по одобрению миграции, и он также задан лимит уровня королевы. Ну, сейчас 25. Здесь можно его заменить, можно ввести там любой уровень. Ну и, соответственно, король принимает, кто из игроков может прилететь. То есть, если, понятно, прилетят какие-нибудь бойцы, которые захотят уничтожить сервер, это выгодно никому не будет. Поэтому король должен четко понимать, что и какой игрок преследует какую цель при перемещении на наш сервер. Пока есть гармония среди наших игроков, договоренности между альянсами. У нас есть также боевые дни. Допустим, 2 недели у нас идет мир. В неделю сурка по пятницам у нас происходит судный день, когда каждый игрок играет сам за себя, ну, за свой альянс, и добывает ресурсы, непосредственно может атаковать любого другого игрока из любого другого альянса, независимо от его статуса и, как говорится, союзник он или нет в тот или иной момент. Это один день, каждый играет сам за себя. Есть определенные правила этого дня, вы можете их с ними ознакомиться, просмотреть мои предыдущие видео про судный день, очень интересные эти видео. Вот. И много другого, что вы, допустим, не знаете, можете также изучить, пройдя по ссылкам в описании, где находится видео по развитию вашего муравейника. Вот. Так что я могу сказать? Я желаю, чтобы к нам прилетели адекватные игроки, которые хотят развиваться вместе с нами, стремятся делиться опытом, общаться в районном чате, завоевывать призовые места. Мы всех рады видеть у себя. Ну и, соответственно, каждый игрок, он поощряется дополнительно, и у него есть много возможностей для этого, чтобы стать. Также мы передаем корону достойным игрокам, которые могут управлять сервером, ну, приносить что-то необходимое в него, но какие-то новинки делать. Поэтому сильнейшие альянсы могут пробовать себя в управленческой деятельности и, ну, соответственно, во благо сервера все, что это происходит. Так что рады видеть вам. Подписывайтесь на канал, колокольчики, лайки. С вами был Ким. До встречи.